Привет, Cover Project! Я Анна Эрман. Сегодня я расскажу вам о своем доме. Дом появился у меня, как у большинства людей в среднем возрасте, когда ожидались дети. В моем случае это сразу двое. И, в общем-то, до этого никогда не было задумок жить за городом, но стали прикидывать, сколько же теперь нужно места. Квартиры не нашлось размера, который хотелось, и принято было решение искать дом. И, в общем-то, он нашелся для меня. Я не любитель изменений, даже не изменений, я не любитель что-либо делать. Поэтому, если вдруг возникает необходимость что-то поменять, я долго зрею, ищу силы физические, и только тогда пытаюсь сделать какие-то перестановки. Но могу сказать, что за 16 лет глобальная перестановка была только в гостиной, когда я поняла, что большой обеденный стол мне нужен рядом с кухней, что если все-таки у меня происходят какие-то посиделки, я должна их очень быстро организовать. И так в комнате появилась странная композиция дивана с люстрой, и стол обеденный остался без люстры, о которой раньше я так мечтала, то есть даже мечтала больше не о люстре, а о том, как у меня будет вот эта вот классическая композиция стол и люстра. Но сейчас у меня все мечты реализовались по поводу всех композиций, по поводу мебели, которые я хочу покупать, поэтому я легко переставляю, если нужно. Но в основном первые, наверное, 5-6 лет я дополняла декором, очень много привозила. И вопрос был не в том, что в этом нуждался мой дом, а вопрос был в том, что мне очень хотелось что-то привозить, что-то покупать, а потом мучительно думать, как это все распихать и как этому найти место. Мое самое любимое место – кухня, и это, к сожалению, для всех. Но это место, где мне всегда лучше всего думается, где я решаю основную часть вопросов в работе, где я принимаю какие-то решения или рождение дизайнов. Поэтому в дневное время, пока дети в школе, моя кухня похожа на отвратительный офис. Мой обеденный стол завален кучей чертежей и большим количеством раскладок краски, каких-то образцов. Иногда туда переезжает компьютер, иногда мешки с образцами под ногами болтаются. Но ежедневно к 7 часам я это разгребаю и делаю вид, что ничего такого не было, и накрываю ужин. Утро для меня лучший период дня, и, наверное, это такое время, когда я ощущаю качество жизни, и именно по утру можно судить, состоялся ли сегодняшний день уже. Первое, что я делаю, спрыгиваю с кровати, открываю шторы. Много лет назад я хотела сделать везде пульты для раскрытия штор, но по какой-то причине не успела. И вот сейчас этот ритуал мне позволяет быстро соскочить с кровати, даже если не хочется, потому что каждое утро мне необходим дневной свет. В ванной своей я делаю зарядку, она у меня достаточно большая, там всегда есть коврик для йоги, причем цвета плитки. Я долго искала такой, мне очень важно, что меня окружает, какого цвета.
Дизайнером я работаю 21 год. Этим летом было. Цифра мне, честно говоря, кажется чудовищной, и мне кажется, я скоро начну обманывать или преуменьшать и эту цифру как-то корректировать в обратную сторону. Я обожаю свою профессию, обожаю, что каким-то образом я пришла на этот путь, и для меня это легко. Легко, потому что даже если мне нужен отдых или я в отпуске, эта профессия, она поет во мне, живет во мне, и все равно мой мозг перерабатывает бесконечную информацию и выдает мне какие-то рецепты или пути, или идеи, которые я могу применять тогда, когда они вдруг нужны. Мои проекты были разными, хотя, возможно, они последние 10 лет кажутся одинаковыми, потому что объединены большим количеством белого цвета. Но все же могу сказать, что каждый интерьер я делаю для заказчика, для хозяина жилья, и мне важнее всего, чтобы ему хорошо там жилось, ему здорово жилось с предметами, которые его окружают. Поэтому свои интерьеры считаю разными, потому что с каждым заказчиком я прохожу какой-то свой путь. И каждый человек уникален, и у каждого человека свой запрос, хотя все запросы по жилью можно объединить. Мы все хотим быть счастливы в своем доме, и думаю, что мы все хотим, чтобы наш дом приносил нам какую-то дополнительную энергию, какое-то спокойствие, какое-то, может быть, ощущение защищенности. И на протяжении многих лет я общаюсь с большим количеством счастливых заказчиков. И многие говорят, что жизнь в новом доме, который мы построили, очень часто меняется. И меняется человек, когда начинает жить иначе.